Приветствую, обзор, анализ, прогноз криптовалют. Давайте посмотрим, что у нас происходит на крипторынке, что у нас с нашим любимым биткоином. Сам график биткоина рассмотрим немного попозже. Давайте посмотрим на статистические показатели, на то, что происходит на всем крипторынке. Как мы видим, сегодня праздничный день, красный день календаря. Кто-то празднует День Святого Валентина, а кто-то решил окрасить крипторынок в цвета красного сердечка. Выглядит, конечно, красиво, но расти монеты сегодня не хотят. За 24 часа наибольший рост показала монета Symbol, плюс 2,7%, даже до 3% не дотянули. Наибольшее падение показывает монета Helium, минус 11,6%. Индекс страха и жадности вновь вернулся в диапазон страха. Сегодня цифра 46, вчера была 44. Оказалось, что мы ненадолго перемещались в нейтральную зону в цифру 50. Снова страх преобладает. И касательно этой темы вот что хотелось отметить. Что на нашем падении мы видели 3 недели экстремального страха. В истории, начиная с 2018 года, это уже третий случай, когда мы видим 3 подряд недели падения в экстремальном страхе. И 2 предыдущих раза мы находились на историческом дне. Стоит это держать в голове и посмотрим, как отработает данная ситуация в наших текущих условиях. У кого-то страх, а у пользователей Твиттера, если посмотреть на сентимент, настоящий праздник. Их настроение просто великолепное, позитив так и прет. Текущие показатели их настроения вполне сопоставимы с ценовыми максимумами сентября. Летом 2021 года на коррекции мы также видели неплохой позитив. На нем мы не развернулись, обновили еще раз дно. И уже после этого, когда все разуверились, тогда уже и пошел настоящий рост. Посмотрим, как будет отыгрывать данный показатель сейчас, куда приведет их безмерный сумасшедший позитив. За последние сутки было ликвидаций 46 тысяч трейдеров, забрали у них чуть более 103 миллионов долларов. И так как мы увидели коррекцию, более 75% всех трейдеров это были лонгисты. Они потеряли больше всего. Наглядное отображение лонгов, то мы видим, что они достаточно небольшие, мягко сказать. Их практически не видно в сравнении с предыдущими ликвидациями лонгов. Ну и давайте шорты до кучи глянем. Там они за последние дни на минимумах. Нашел вот такой интересный график с накопительными адресами биткоина. Это те адреса, на которых были только накопления и ни одного списания. Так вот, с начала декабря они планомерно идут в рост. А это значит, что все больше и больше адресов не просто ходлят биткоин, они еще и новые. То есть на них не было никаких исходящих транзакций, даже криптопыли. Возможно, это кто-то раскидывает по разным кошелькам, а возможно, это совершенно новые инвесторы, которые решили, что данное снижение вполне себе подходит для долгосрочных инвестиций. Ну или это просто хомяки, которые имеют большие суммы и просто покупают, когда им вздумается. Ну вот в этот раз решили под Новый год. Резервы биткоина продолжают на биржах снижаться, все больше и больше их выводят. Стоит отметить, что хэш-рейт у нас снова обновил исторические максимумы. Вот так это выглядит на крупном масштабе. Цена выросла незначительно, но хэш-рейт прет все выше и выше. Один из графиков, за которым я слежу, обновил свои показатели. Здесь у нас демонстрируются волны ходла тех, кто держит более 1 года. И вот процент данного показателя снова увеличился. Теперь он равен 61. До этого было 60. О чем это говорит? Если смотреть на историю, как всегда, то при приближении к пику долгосрочные держатели разгружаются. И чем ближе мы к этому пику, процент постоянно падает. У нас же он растет. Это говорит о том, что мы идем в сторону пика, а не от него. Из этого можно сделать вывод, что пик у нас еще впереди. Обновились данные Чикагской товарной биржи. На этот раз мы видим, что крупные игроки наращивали шортовые позиции, а лонги наоборот сокращали. Примерно одинаковые значения, только у шортов плюс, а у лонгов минус. Мелкие же игроки наоборот. Лонги активно увеличивали, а шорты совсем незначительно. Эти данные были от 8 февраля. Ну давайте посмотрим на графике 8 февраля. Если и правда здесь крупняк зашортил, то они снова в плюсе. До этого они лонговали, график шел наверх, потом они встали в шорты, график пошел вниз. Как говорится, очень подозрительно, но постоянно наблюдаем такую ситуацию, что крупные игроки как будто бы знают, куда пойдет график. Вот еще интересная информация касательно шортов и лонгов. На данный момент мы имеем такую ситуацию, которая благоволит к дальнейшему долгосрочному росту. Совсем недавно у нас шортов было больше, чем лонгов. На истории мы видим, что когда такое случалось, после этого
цена шла наверх. К тому же это совпадало с отрицательной ставкой финансирования. У нас аналогичная ситуация, лонгов было меньше, чем шортов, ставка финансирования была также в отрицательной зоне, и поэтому можно рассчитывать на дальнейший рост цены в долгосрочной перспективе. Вот здесь виден на большей истории данный показатель, стрелочками отмечено, когда шортов было больше, чем лонгов. Вот здесь такое случалось, цена стрельнула наверх. Летом такое было, цена еще немного спустилась и стрельнула наверх. В сентябре цена пошла наверх, и у нас аналогичная ситуация. Сейчас мы снова идем наверх, посмотрим, как долго это продлится. Ну и давайте глянем, что за сутки у нас с шортами и лонгами. По биткоину шорты сократились почти на 5%, лонги в принципе без изменений, минус 0,5%. На динамике также видим, что больших скачков нет, лонги потихонечку набираются. Мувинги профитов и потерь все-таки соединились и разошлись в разные стороны, как нам это и нужно. Голубая линия пошла наверх, красная под таким хорошим углом пошла вниз. Это нам и нужно. На истории видим, что когда голубая линия находится сверху, цена спокойно прет наверх. Поэтому с данным показателем все прекрасно. А вот эти монеты больше всего обсуждают в интернете. На разных тематических пабликах, группах, форумах и так далее. На первом месте биткоин, на втором эфириум, на третьем ADC. Вот такая монета. Если же смотреть только Twitter, то на первом месте эфириум, на втором Shiba Inu, на третьем Sol, на четвертом BNB, биткоин даже нет на пятом месте. Он на шестом. Что-то совсем старичок провалился. Смотрел сегодня новости по монетам и увидел, что у такой монеты, как EOS, которые любят на полу валяться, назначен на 19 мая хардфорк. Похоже, что-то решили поковырять в этой монете, и кто находится по ней в просадке, у вас появился шанс на то, что цена может отрасти. Вот так выглядит roadmap до этого самого хардфорка. На пути еще много всяких событий, поэтому в ближайшие несколько месяцев, думаю, EOS может немножечко хотя бы подрасти, хватит ему уже падать. А это инвест-календарь на будущую неделю. Все эти события могут повлиять и на курс биткоина. Не напрямую, но хотя бы даже через индекс доллара. Важно отметить среду 16 февраля 22:00 публикация протоколов FOMC. За этим нужно будет обязательно последить. Зачем еще нужно будет последить, так это сегодня ФРС проведет внеплановое закрытое заседание. Не факт, что здесь будет какой-то негатив. Об этом заседании только ходят слухи, что якобы процентная ставка может быть повышена уже сегодня, раньше того срока, который заложен в рынках. И если это произойдет, то тряхануть может достаточно сильно. Поэтому 19:30 по Москве смотрите на графике, как будет вести себя не только биткоин, но и все мировые рынки. Также к 16 февраля, которая у нас отмечена в инвест-календаре, прибавляется еще одна дата. Точнее даже сказать, еще одно важное событие. Именно на 16 февраля, по мнению многих мировых СМИ, назначено нападение России на Украину. Прям вот дату назначили. Об этом сообщил Bloomberg. Я в это, конечно же, не верю, особенно тогда, когда с конкретной датой. Мало ли что может стрельнуть в голову политикам, но я думаю, даже если что-то и планировалось, то этого точно не будет. Потому что это уже как-то даже некрасиво, когда все говорят, вот ты сейчас нападешь, и как-то уже стрёмно нападать в этот момент, уже никакой внезапности. Да и вообще в войне нет ничего хорошего, я, естественно, против всего этого. Но еще раз повторю, хрен его знает, что у этих политиков в голове. На этой неделе стоит следить и за этой темой. Нападут, не нападут, в любом случае рынки могут повернуть в ту или иную сторону. Нападут, полетят вниз, не нападут, можем даже полететь наверх. Ну и давайте немного коричневой субстанции выльем на сферу NFT. Хакеры начали рассылать вирусы через NFT. В 2021 году вредоносные программы для нелегального майнинга криптовалюты, кражи криптокошельков начали распространяться через уникальные токены NFT и мобильное приложение. Руководитель направления антивируса ESET Пирожков, не Артур, а Александр, рассказал изданию, что ранее подобными вирусами заражали в основном через торрент-ресурсы и сайты с контентом для взрослых. Видимо, через сайты пенсионного фонда и госуслуг. Геймерам все чаще предлагают NFT-токены с суперсилой или оружием, в который вшит вирус. А в мобильные приложения вшивают инструменты для тайного майнинга крипты. Поэтому, если вам кто-то предлагает какой-то дешевый или бесплатный NFT токен, не торопитесь за ним. Вполне вероятно, вы можете заразиться вирусом, который распространяли раньше только через контент для взрослых. Еще немного негатива про NFT. Платформа Sand приостановила торговлю ими. С 6 февраля данная площадка
остановила торговлю NFT из-за роста случаев мошенничества. Причиной этому стали участившиеся случаи выпуска мошенниками поддельных NFT. Видимо, все-таки кто-то додумался скринить, делать копии и выкладывать под видом новых NFT-шек. Также основатель этой платформы Сент отметил, что проблема не в их платформе, а вообще, в принципе, во всей отрасли. Он отметил, что Coca-Cola, люксовый бренд Gucci вошли в число компаний, продающих NFT, а недавно и YouTube заявил, что изучит функцию невзаимозаменяемых токенов. Вполне вероятно, их будут подделывать. А с другой стороны, почему бы и нет? В реальной жизни их вещи подделывают. Похоже, и NFT теперь будут у нас тоже поддельные. Вместо Adidas будет Abibas, но и Gucci будут издавать с одной буквой C. Еще одна новость негативная про NFT. В Великобритании впервые наложили арест на NFT. Британские власти изъяли эти токены у 3 подозреваемых в деле о мошенничестве на почти $2 миллиона. Их подозревают в мошенничестве, использовании чужих личных данных и попытке скрыть свою настоящую личность. Вполне возможно, это продолжение существующей темы, основанной на том, что выпускается NFT-шка, человек, выпустивший этот NFT, сам же у себя его выкупает, потом еще раз выкупает, делает вид, что она кому-то нужна, а потом, когда какой-нибудь лох находится, покупает эту NFT за реальные деньги и все. Остается, как говорится, с нарисованной обезьяной. Видимо, здесь была подобная схема. Люди сами у себя выкупали с целью мошенничества и их взяли за жопу, как говорится. Новость, которую я опубликовал у себя в телеграм-канале, кстати, подписывайтесь, что ли. Якобы децентрализованная биржа PancakeSwap заблокирует пользователей из 10 юрисдикций. Уже хорошо, да? Децентрализованная биржа решает, кому можно, кому нельзя. Так вот, с 9 марта 2022 года под запрет подпадают Беларусь, Крым и ряд еще неблизких нам стран. Куба, Конго, Иран, Ирак, Северная Корея, Судан, Сирия, Зимбабве. А все потому, что они входят в санкционные списки властей США. Биржа якобы не децентрализованная, но влиять на нее все-таки власти США могут. Это к вопросу о том, что кто-то даже в комментариях писал, что если в России будут регулировать биржи, то можно уйти там от какой-то регуляции налогов на децентрализованных биржах. Вот вам доказательство, что хрен там. Если захотят, в этот список включат, например, и Россию. И на какую биржу вы не попадете без VPN-ов и других ухищрений. Да и то это опасно. Заведете туда под VPN всю свою крипту, а потом, как Binance недавно возьмет, да и заблокирует за то, что вы якобы прятали свои данные и выдавали себя за другого. Просто заблокируют всю вашу крипту. PancakeSwap теперь это тоже вполне может сделать. Ну и напоследок одна забавная новость. Netflix снимет документальный сериал о взломщиках биржи Bitfinex. Да, это та самая парочка, которая была схвачена не так давно. Илья Лихтенштейн и Хизер Морган. Не факт, что они, конечно же, взломали биржу Bitfinex, но именно они были пойманы на попытке отмыть украденные эти битки. Напомню, что в 2016 году хакеры украли с Bitfinex 119 754 битка. На тот момент это была сумма, эквивалентная 71 миллиону долларов. Сейчас же это более 5 миллиардов. А вот у Хизер и Ильи изъяли только 94 тысячи битков. И за счет этого правительство США теперь, по-моему, третий в мире держатель биткоинов. Только за счет вот этого разоблачения двух отмывателей. Ну что ж, посмотрим, какой сериал у Netflix выйдет. История хайповая, тема также на пике популярности. Если быстренько подсуетятся и снимут, то вполне могут поднять достаточно кругленькую сумму. Ну и давайте посмотрим, что у нас на графике биткоина происходит. Переходим на 4-часовой таймфрейм. На данный момент глобально все идет по плану, идем в восходящем направлении. Коррекция также укладывается в предполагаемый сценарий. Если рассматривать структуру данного движения, то это вполне укладывается в 4-ю волну. Размечать не буду, думаю, структуру видите и сами. 1, 2, 3, 4, 5. Потом еще более серьезная коррекция и еще один импульс наверх. Как раз таки зона для этого импульса и находится на уровне 51 тысячи. Нижняя граница на 51 тысячи. Ну давайте глянем, куда мы можем спуститься в рамках данного коррекционного движения. Ну в принципе минимум мы уже выполнили. Зашли в зону, в которую нужно скорректироваться. Зашли в проторговку. И здесь же у нас и наибольшее скопление объемов последнего импульса. Неплохой уровень поддержки. Вполне вероятно можем и отсюда развернуться. Но снижение ниже также будет не критичным. Поэтому либо с текущих еще один заброс наверх, либо
с небольшим снижением, еще один заброс наверх, как минимум вот до этого хая. Ну и затем более серьезная коррекция. Ну и посмотрим еще монету Litecoin, ее попросил наш Илон Маск канала, главный спонсор. Смотрим, что у нас на этой монете. В последний раз мы ее смотрели, находились где-то, похоже, вот здесь. Предполагали, что коррекция закончилась и мы находимся в начале восходящего тренда, но вместо 5 волновика получили только 3 волны и направились вниз. Данная структура уже не валидна, имеется в виду локальная, глобальная, конечно же, все еще в силе. Это продолжение, усложнение 4-й волны. Данное движение теперь происходит в рамках коррекции АБЦ вот такого вида. На данный момент мы вполне уже можем завершать волну С. Пришли на 0.618 от волны А. Этот же уровень у нас является и окончанием волны А. Так что зона поддержки здесь достаточно серьезная. При этом здесь мы имеем дивергенцию на индикаторе, движение наверх, напоминающее заходной импульс. Предполагаемый пик волны 1 также не пробит, здесь структура вся в силе, поэтому здесь вероятнее всего в ближайшем будущем, либо сейчас, либо еще через один перелой, должно начаться формирование восходящего тренда, окончанием и целевой зоной которого будет являться предыдущий пик глобальной волны 3, это в районе 400 за один лайткоин. Давайте 4 часа еще глянем, что у нас здесь происходит. Но здесь также структура очень похожа на структуру биткоина. Не до конца сформированный заходной импульс. 1, 2, 3, формируется четверка, затем ожидаем пятерку и более серьезная коррекция, без пробития вот этого лоя. Вообще, по-хорошему, здесь нужно дожидаться еще одного импульса, то есть будет уже полностью сформированная пятиволновка. На коррекцию уже искать возможность войти в лонг, на локальном заходном на его откате заходить, стоп за его основание и сидеть и ждать роста. Такой план был бы идеальным, пока данный сценарий в приоритете. Если же брать с текущих, потому что мы нашли вроде как зону поддержки на скользящей средней, пробили ее снизу вверх, сейчас сверху тестируем, то стоп в любом случае только за основание. Процент здесь достаточно велик, поэтому как минимизировать убытки в случае срабатывания этого стопа? Естественно, размером позиции. То есть чем больше здесь процент до стоп-лосса, тем меньше должен быть процент позиций. Я как рассчитываю, если мой стоп срабатывает, то исходя из той позиции, в которой я вошел, мой убыток не должен составлять более 1–1,5% от моего банка. Поэтому, подытоживая, глобально после разворота здесь хорошие перспективы почти на 250% с текущих уровней. Локально, конечно же, стоит страховаться, потому что хоть ситуация и неплохая, всегда нужно учитывать и совершенно неожиданный поворот сценария. Благодарю тех, кто досмотрел видео до конца. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телегу, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем удачной торговли и счастливо!